В этом видео вы узнаете пошаговый алгоритм, как реагировать на неадекватное поведение мужчины, вашего мужчины, без ссор и истерик. Прежде чем мы продолжим дальше, у меня к вам маленькая просьба. Нажмите, пожалуйста, подписаться на канал и колокольчик. Давайте вместе с вами донесем это видео до большого количества людей, ведь маленькое такое действие с вашей стороны поможет видео попасть в избранное, рекомендованное YouTube. Пошаговый алгоритм, как реагировать на неадекватное поведение вашего мужчины без ссор и истерик. Первый шаг алгоритма. Сами остановитесь, выдохните, поставьте все, что сейчас происходит, на паузу. Потому что если вы будете включаться эмоционально на его неадекватное поведение, вы будете попадать в какие-то шаблоны, где вы сами немножечко будете неадекватны, но вам это будет незаметно. У нас у всех, абсолютно у каждого, даже у психологов, которые годами проходят сами личную психотерапию, есть внутри, в бессознательном, шаблоны поведения, когда мы реагируем немножко как дети. Дети, они чуть-чуть неадекватны по сравнению со взрослыми. Почему? Они капризны, они истеричны, они что-то требуют, они живут из состояния «хочу, дай». Взрослые могут быть партнерами, могут договариваться, там может быть адекватность в трудные моменты. Взрослый может отодвинуть на секундочку свое «хочу, дай» и посмотреть на ситуацию адекватно и подумать, а что я тоже должен дать, как нам договориться, где нам найти точку соприкосновения, чтобы был компромисс и всем было хорошо. Так вот, неадекватное поведение – это когда человек впадает в какие-то вот эти детские свои сценарии. И вы тоже имеете эти сценарии в своем бессознательном, и задача в них не провалиться. Потому что если вы будете отвечать ему тоже неадекватом, адеквата так точно не будет. Кто-то первый должен остановиться и поставить ситуацию на паузу. Итак, первый шаг алгоритма. Вы представляете, что вы – это медиапроигрыватель какой-то аудиодорожки. И вы просто внутренне нажимаете у себя кнопочку «Пауза». Пауза – это не стоп, это не уступить, это не сдаться, это не подстроиться. Это просто я останавливаюсь сейчас, чтобы разобраться в том, что происходит. И второй, самый главный шаг алгоритма – разбираться в том, что происходит, не нужно, пока человек не готов выйти тоже из неадеквата в адекват. Поэтому вы ставите на паузу внутренне все свои чувства и эмоции и говорите вашему партнеру что-то вроде, смысл должен быть такой, что мы сейчас об этом говорить не будем. Давай, когда ты будешь готов к открытому, взрослому, серьезному разговору, прояснить и поставить все точки над «и», выслушать меня, я выслушаю тебя, поговорить, слушая друг друга. Когда ты будешь готов, скажи мне, мы вернемся к этому. Вы можете эту фразу, эти слова адаптировать под вашу ситуацию, сказать это своими словами, но смысл должен быть таким, что сейчас я не готова с тобой решать что-то, я не готова слушать тебя. Вы не помойное ведро, куда можно сливать все свои эмоции. Человек должен как-то сам обрабатывать свои эмоции, либо найти другое помойное ведро, куда их можно вылить, если он не хочет сам их утилизировать. В мире огромное количество людей, скажу вам по секрету, которые не знают информацию, вот такую психологическую, техники реагирования, и поэтому они становятся часто свободными ушами, и в них просто размещают весь свой негатив. Они даже не понимают, что это происходит, но при этом они несчастливы. Не будьте, не надо, не будьте одним из таких. Остановитесь, не позволяйте выливать вас, но при этом будьте готовы в ответ тоже открыться и конструктивно разговаривать. Поэтому ваша задача, второй шаг алгоритма, после того, как вы поставили на паузу и сделали временную остановку, ваша задача сказать партнеру, человеку о том, что если ты не готов сейчас к взрослому разговору, где мы будем слышать друг друга и договариваться, значит, ты тоже должен постараться со мной договориться. Если ты не готов активно это делать, тогда остановись, попереваривай и возвращайся ко мне тогда, когда ты будешь готов. Если это видео вам оказалось полезным, то я очень рада. Поставьте тогда лайк, чтобы я порадовалась вместе с вами. Если есть вопросы, смело пишите их в комментариях. Я прихожу в комментарии, читаю регулярно, просматриваю новые комментарии, отвечаю на ваши вопросы. Приходите на канал. До встречи. Пока-пока.